Ребята, всем привет, всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю тематический расклад по вашим просьбам, есть ли у вас соперник или соперница. Но перед тем, как мы с вами приступим к раскладу, пожалуйста, внимательно прослушайте, для кого он будет актуален и кому его стоит смотреть. Мы здесь будем рассматривать исключительно перспективу личной жизни, то есть не стоит этот расклад принимать или воспринимать, как если у вас конкурент в бизнесе, в спорте, в каких-то начинаниях и прочее. Это касается только вопросов личной жизни. Это первый нюанс. И второй момент. Здесь мы будем рассматривать не сам факт наличия измены и стремления вашей второй половины изменять, а есть ли предпосылки того факта, пытается ли кто-то у вас увести вашего партнера или партнершу, то есть иными словами, положил ли кто-то на них глаз. Это не значит, что ваша вторая половина может отвечать взаимностью, хотя мы просмотрим этот момент. Это, в принципе, перспектива оценить риски, что же есть на текущем этапе. Итак, всего у нас будет с вами 8 вариантов. Настройтесь, пожалуйста, на расклад. Если необходимо, можете прикрыть глаза, чтобы вам было легче настроиться. Представить вашего партнера или партнершу. Или же можете мысленно представить один из 8 вариантов. Старайтесь выбирать душой, сердцем, интуицией. И тогда карты дадут вам верную информацию. Итак, если соперник или соперница у тех, кто выбрал первый вариант, второй вариант, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и 8. Если вам необходимо время для сонастройки с картами, вы можете поставить видео на паузу, сосредоточиться и выбрать одну из карт. Если же вы уже готовы, то мы с вами приступаем. Итак, для тех, кто у нас выбрал первый вариант, здесь у нас ложится 9 жезлов. Могу сказать, что ваши взаимоотношения, ваш партнер или партнерша фактически отгорожены от социума. Почему? Потому что здесь я не вижу предпосылок, чтобы кто-то за ними ухлёстывал, навязывал им свое внимание или активно добивался их расположения. Это отгороженность от социальной жизни. Не потому, что человек не хочет. Возможно, на это даже нет времени, нет стремления. Или человек слишком уставший, изнеможденный. Ему хватает и вас с головой. Поэтому, как показывает эта карта, можете здесь не переживать. Действительно, ситуация на текущем этапе пока является стабильной. То есть под защитой вы, ваш союз и ваши взаимоотношения. Мы, конечно же, посмотрим, есть ли у вашего партнера или партнерши стремление к этому. Но, как я вам и говорила, обратите сами. По 8 пентаклей человек женат или замужем за работой, да, потому что основная задача, основной посыл – это полностью, всецело погружаться в вопросы карьеры, бизнеса, реализации, как говорится, все в дом, все в семью, попытки обустроить быт, создать какие-то комфортные условия жизни, заработать больше денег для того, чтобы дать новое качество жизни. И, соответственно, у человека даже нет здесь ни ментального посыла, ни энергетического, ни эмоционального. Что-то менять, имеется в виду искать новых ощущений, новых эмоций или стремиться к этому. Здесь человек весь свой ресурс и потенциал направил на другие цели, на другие задачи. Поэтому могу сказать однозначно, можете здесь быть спокойны. Естественно, пути Господни неисповедимы. Никто из нас не знает, как повернется ситуация дальше в жизни и будет ли что-то меняться. Но это уже, скажем так, история об этом умалчивает. То, что будет в будущем, знает только будущее. Конечно, в перспективе это можно просмотреть. Но на текущем этапе, если у вас были какие-то подозрения, сомнения, по принципу, что человек вам
мало уделяет внимания или задерживается на работе, то человек действительно погружен в рабочие процессы. Или если у человека есть какая-то цель, устремление, то есть активная работа, возможно, над собой по принципу выстроить тело мечты или добиться каких-то дополнительных результатов. То есть человек может увлекаться каким-то хобби, которое, возможно, впоследствии принесет ему монетизацию. Поэтому он сосредоточен конкретно на этих целях и на этих задачах. Нет смысла здесь пытаться докапываться до сути, до истины, видеть вашу вторую половину, вашего партнера или партнершу, потому что, ну честно, это неоправданно. И вы сами будете создавать себе ненужные конфликты и острые ситуации. Поэтому здесь, для тех, кто выбрал первый вариант, ситуация стабильна и спокойна. Для тех, кто у нас выбрал второй вариант, по рыцарю чаш, естественно, карта двора. И могу сказать, что если меня смотрит мужчина, то у вас действительно может быть соперник, который активно проявляется к вашей девушке, женщине, вашей второй половине. Если меня смотрит девушка, здесь есть вероятность, что ваш партнер может стремиться с кем-то флиртовать, общаться. С какой целью, это уже другой вопрос, мы сейчас будем просматривать. Но здесь есть желание, во-первых, выражение внутреннего мира, знаете, как позиционирование себя в обществе, в социуме, желание показать, что есть в пороховницах, добиться чего-либо одобрения, внимания, потому что здесь человеку льстит и комплименты, и сам факт, что каким-то образом его могут там холить, хвалить. Ну и человек может действительно тянуться за этим вниманием, за этими эмоциями. Так ли это? Давайте сейчас будем проверять и устанавливать этот факт. Итак, для тех, кто выбрал второй вариант, что у нас здесь? Ну, по шестерке мечей и рыцарю чаш могу сказать, здесь ситуация следующего порядка. Может проходить общение в интернете. Почему? Потому что даже, еще раз показываю, рыцарь мечей – это вопрос, который идет относительно дистанционного общения. Я не вижу, чтобы люди здесь там встречались или было именно тесное общение вживую. Здесь это только переписки, это максимум могут быть какие-то там, не знаю, созвоны. Люди могут видеться там по фейстайму или там через скайп при помощи каких-то мессенджеров, но здесь нет личных встреч. Это первый нюанс. И что могу сказать, по девятке чаш здесь действительно присутствует эмоциональная составляющая. То есть вашего партнера или партнершу цепляет это внимание, цепляет сама ситуация, что кто-то может проявлять заботу, ласку, комплименты, дарить какие-то знаки внимания, подарки, обхаживать. Потому что по девятке чаш вот эта эмоциональная составляющая, это как раз для человека, знаете, очень значима, очень важна. И если смотреть и проявлять здесь по ситуации, видите, десятка жезлов, это помогает ему эмоционально разрядиться. Почему? Потому что человека нагружают бытовые проблемы, ситуации, либо то, что происходит в его жизни, в союзе, в семье. Или в принципе, знаете, то, что касается окружения. То есть это могут быть и родители, и работа. И для человека это как вопрос отдушины. То есть пообщался, да, получил какую-то эмоциональную поддержку, разрядку, как следствие не так уже тяжело нести эти тяготы жизни. Было ли здесь что-то серьезное? Давайте мы посмотрим. По пажу жезлов могу сказать так. Это флирт, это может быть какая-то переписка с контекстом сексуального намека, да, вот имеется в виду там, может быть, какие-то фото эротического порядка, или такие сальные шуточки, или общение в таком роде. Но если вас интересует, есть ли здесь сексуальная инициация, то есть был ли здесь секс, как мы видим по девятке мечей, и хочется, и колется, и мамка не велит. То есть, может быть, и очень хотелось, но человек однозначно на это не решится. Поэтому, если мы в целом будем анализировать эту ситуацию, эту связку карт, могу сказать вам одно. Вам стоит обратить внимание на вашего партнера или партнершу. Я не спорю, может здесь как бы собака порылась и виновата ваша вторая половина, да, но знаете, говорю, кабелиная сущность, бывает такой нюанс. Но, как правило, в отношениях виноваты оба. Поэтому посмотрите, что, возможно, вы некорректно делали, некорректно проявлялись, не заботились, или были какие-то острые моменты, и вы
знаете, человека еще больше погружали в какие-то депрессивные ситуации, понижали самооценку, не оказывали поддержку. Потому что здесь, как показывают карты, у человека нет желания и стремления с вами делиться, раскрывать свой внутренний мир. И, к сожалению, здесь причина не только в нем, но и причина в вас, вне зависимости от того, мужчина вы или женщина. Ну, если смотреть, может ли это общение перерасти в нечто большее, то есть какие-то личные встречи, да, в построении союза, в сексуальной связи, по четверке чаш могу сказать, что нет. То есть этот флирт, это общение так и останется общением, не более того. Но в любом случае для вас это повод задуматься. Задуматься о том, что вам стоит поменять в своих отношениях. Возможно, для вас будет актуальна терапия с психологом, как совместная, так и, допустим, поодиночке. Но здесь уже, так говорится, пошла трещина. И чем быстрее вы приложите усилия, чтобы исправить эту ситуацию, тем, скажем так, больше фактов, возможностей, вероятностей, что этот вопрос вы исправите. Потому что по королеве жезлов здесь, во-первых, уходит страсть. Уходит здесь по ситуации, знаете, как желание гордиться своим партнером или партнершей. Потому что это карта амбиции. Вот когда я ради там своего партнера или партнерши к чему-то стремлюсь, чего-то большего достигаю, и я действительно горжусь своей второй половиной, вот у вас идет этот отток. Причем это зеркально. Как партнер или партнерша к вам так относится, так и вы относитесь в свою очередь также. По шестерке пентаклей могу сказать, вам здесь нужна помощь. Действительно, помощь специалиста. Но первый шаг – это начать с себя, начать самостоятельно. То есть сесть, поговорить, попытаться провести диалог. Не начинать с конфликтов, с нападения, с атак, с выяснения взаимоотношений, а попытаться сесть и поговорить по душам. Чего вам не хватает, к чему нужно стремиться, что со всем этим делать. Потому что, как показывают арканы, действительно отношения здесь уже иссякают. Тут я не вижу эмоционального родства. Поэтому действуйте. Ситуацию еще можно каким-то образом поправить. Для тех, кто у нас выбрал третий вариант по пажу чаш. Интересный аркан. Здесь может быть увлечение, могу сказать так, или акцент у вашего партнера, партнерши может быть на детях ваших. Не думайте, здесь не вопрос о педофилии ни в коем случае. Здесь это акцент, что человек всей душой к семье, к детям. Но может быть еще ситуация такова, что может здесь быть партнер или партнерша, который значительно младше вашей второй половины. То есть может быть большая разница в возрасте. И как следствие цепляет вот эта наивность, инфантильность, открытость. Поэтому будем прояснять с вами, так ли это. Итак, что у нас здесь по третьему варианту? По тузу мечей. И посмотрите, какое дно колоды здесь. Десятка чаш. В большей степени ситуация отыграется для тех, кто в отношениях стабильных. То есть неважно, у вас гражданский брак, у вас официальная семья, или вы там начали встречаться. Здесь все-таки эмоциональный посыл к вам. Я не вижу здесь, если смотреть по этим арканам, стремление с кем-то общаться, выстраивать союзы на стороне, потому что по тузу мечей этот человек уважает свой выбор по поводу того союза, в котором он находится. Человек ценит свою семью, свой быт, свой очаг. Опять же, если у вас есть дети, то это, знаете, как нерушимая клятва. То есть человек даже будет ставить себе какие-то внутренние установки, что он не пойдет на какие-то связи на сторону, только ради детей, хотя бы даже по этой причине, потому что здесь как крепкое связующее звено. И здесь для тех, кто выбрал третий вариант, не имеет значения, какой период вы в отношениях, период времени. То есть вы год или вы там 20 лет. Абсолютно. Почему? Потому что если смотреть по картам, это осознанный выбор человека. То есть человек для себя принимает решение быть верным. И видите, по рыцарю мечей это отметать. Ну, неважно, чьи-либо симпатии, чьи-либо ухаживания, чьи-либо намеки, вопросы флирта. Да, по пажу чаш человек сам может быть эмоционально, ментально открытым, общительным, любить там подколоть, где-то кому-то улыбнуться. Но я бы больше назвала это, знаете, человек
обаяшка. Неважно, мужчина это или женщина, да, о ком идет речь. Да, человек может, знаете, с такой вот легкой харизмой обаять, быть и рассудительным, и внимательным, и цепляет таким вот подходом, поведением и отношением. Но кому бы человек здесь не нравился, могу сказать по этим картам, которые здесь ложатся, я не вижу стремления с его или с ее стороны здесь идти на адюльтер и устраивать какие-то связи на стороне. Поэтому будьте здесь спокойны, хотя по пажу чаш могу сказать так, здесь есть предпосылки, потому что ваш партнер или партнерша нравится. Причем еще раз хочу сказать, нравится партнеру или партнерше, который значительно младше вашей второй половины. Поэтому есть здесь такая вот цель, задача, устремление, да, как бы расположить к себе, но это будет тщетно. Поэтому вам здесь нет смысла беспокоиться по этому вопросу. Переходим к тем, кто выбрал четвертый вариант. Ну, здесь по тройке чаш это однозначно вопрос уже любовного треугольника, потому что если смотреть, анализировать ситуацию, это уже как свершившийся факт. То есть это не просто вопрос внимания, общения, флирта, каких-то поползновений. Здесь четко карты показывают, что человек глубоко погружается в это общение, в эти отношения. Здесь, есть даже факт наличия измены. Более того, вы можете об этом знать, вы можете об этом подозревать, чувствовать, знаете, кожей, ощущать даже это энергетически. Потому что, как показывает аркан, вы давно, длительный период догадываетесь об этой ситуации. Сейчас даже буду смотреть. Видите? Туз пентаклей. Человек здесь четко уходит в новое. По каким интересам? Это уже совершенно другой момент. То есть неважно, здесь это материальная составляющая или просто сексуальная тяга, которая может дать стабильность, новые горизонты, новые связи, новые перспективы. Да? Суть не в этом. Но тут человек цепляется за новое. То есть не за отношения с вами, а за те какие-то союзы, которые он для себя наметил. Ну, посмотрим, насколько там все серьезно на стороне. Могу сказать, что особенно если меня смотрят девушки, у вас очень яркая соперница, очень харизматичная, сексуальная. Поэтому, девчонки, если, поверьте, я не из тех практиков, которые будут просто обливать грязью вашу соперницу, лишь бы сделать вам приятно. Я привыкла к тому, чтобы вы смотрели на вещи и на ситуацию объективно. Поэтому, если вы настраивались на расклад и действительно выбирали, вот, как говорю, по наитию, то ситуация вам показывает, что вопрос серьезный, и конкурентка у вас здесь серьезная. И стоит приделить этому максимум внимания. Потому что вашего партнера или партнершу все устраивает. Колесница – это вот желание быть в одной упряжке с несколькими партнерами или партнершами. Опять же, если смотреть для вашего мужчины, то это не то, что ее кто-то увел в вашу вторую половину, это у вашей партнерши, у самой проявилось такое желание. Причем здесь, в этом случае, это будет желание обладать более сильным мужчиной, более перспективным, более статусным. Да, ситуация не из простых. Если там чувства, что там? По шестерке чаш там ощущение как родственные души. Потому что если смотреть здесь, это люди как будто друг друга давно знают. Это также могут быть партнеры или партнерши из прошлого. Потому что здесь понимание с полуслова. Здесь, знаете, как близнецовое пламя. Люди ощущают, как будто общались годами. Не могут надышаться друг другом. Потому что данный аркан – это глубокая эмоциональная привязанность, привычка. Это невозможность расстаться или отказаться от этого человека. Поэтому вопрос очень здесь серьезный. Каковы там могут быть перспективы? Но перспективы здесь такового плана. Если смотреть по этим картам, могу сказать, что для мужчины, который мне смотрит, то там партнер не свободен, партнер там глубоко и накрепко женат. Я не вижу здесь, чтобы в дальнейшем были перспективы
построение семьи, ну, допустим, чтобы ваша девушка, женщина ушла в тот союз, потому что шестерка пентаклей и партнеру этому не нужно. И это, знаете, как взаимовыгодный союз, ты мне и тебе. Может быть, конечно, от него также вопрос материальной поддержки. Если меня будет смотреть девушка, да, на своего мужчину, какова там ситуация, там могу сказать тот факт, что девушка с кем-то состоит в отношениях, не обязательно, что она замужем, хотя есть такие перспективы, но может быть и гражданский брак, то есть она там четко в семье, и по Луне это вопрос обмана. Почему? Потому что она здесь обманывает и вашего партнера, и того партнера, занимается самообманом. Но если смотреть на перспективу, вот десятка мечей, их отношения в любом случае сойдут или на нет. Почему? Потому что если смотреть на связку, на совокупность карт, очень многое для них в жизни значит стабильность. Люди здесь будут не готовы к переменам, не готовы здесь будут что-то менять. Как следствие, отказываться от тех ситуаций, в которых они есть. Шестерка жезлов — это карта триумфа, это желание насладиться, напитаться энергетикой, возвыситься. Но даже обратите внимание на дно колоды, восьмерка мечей. Каждый останется в тех отношениях и на той позиции, на которой был изначально. Ну, давайте для вас дотяну, так сказать, аркан. Можно ли здесь что-то исправить, да? Спасти эти отношения. По тройке пентаклей тяжелая работа, тяжелый труд над собой, над моделью поведения в вашем союзе, над отношениями в целом. Они могут дать вам еще какой-то шанс, какие-то перспективы. Но это потребует от вас очень больших усилий. Поэтому будьте к этому готовы, если настроены сохранить этот союз. Так, ну а мы с вами продолжаем. Смотрим ситуацию для тех, кто у нас выбрал пятый вариант. И здесь ложится двойка мечей. С одной стороны, можно сказать, что человек ментально закрыт, не стремится здесь с кем-то знакомиться, выстраивать взаимоотношения. И я не вижу, чтобы по отношению к нему кто-либо проявлялся. Но так ли это, сейчас будем смотреть и анализировать ситуацию в целом. По аркану мир. Действительно, человек здесь закрыт от внешнего мира, от социума, от того, чтобы здесь идти в новое, во что-то большее. Почему? Потому что, смотрите, четверка пентаклей. Человеку крайне важно сохранить то, что он имеет, то, что у него есть на текущем этапе, то, чем он дорожит. Он не готов с этим расстаться, он не готов это терять. Поэтому, во-первых, я не вижу здесь не ситуации, чтобы кто-то там оказывал знаки внимания или здесь шли какие-то отношения. Даже если бы таковая ситуация была, можете здесь быть покойны. Почему? Потому что ваша вторая половина хранит вам верность. Более того, человек крайне держится за вас и здесь переживает, чтобы вы не позволили себе каких-то отношений на стороне. Действительно, здесь не только вопрос собственничества, ревности, тут вопрос глубокого взаимоотношения, глубоких чувств, потому что по аркану мир это, по сути, отношения, которые заключались на небесах. И здесь искренность, как следствие, вот, желание отгородить от всех и себя, и вас. И если смотреть по этим картам, это как бы не допустить вмешательства третьих лиц в ваш союз. Для тех, кто у нас выбрал шестой вариант, семерка пентаклей. Мы здесь в ожидании чуда. Сейчас будем смотреть, какого чуда, что мы здесь ждем. Что мы здесь ждем? Здесь мы ждем, в большей степени это актуальная информация, ситуация для женщин, потому что здесь, допустим, находиться в союзе с вами в ожидании более подходящего партнера. Мужчины, который подойдет по каким-то ее критериям, взглядам на жизнь, материальному достатку, образу жизни. Здесь действительно жить в ожидании мужчины, который действительно будет брать на себя обязательства, нести груз ответственности и, знаете, как тянуть совместно лямку жизни. Такового пока ваша девушка не встретила, поэтому карты здесь показывают, что находится в процессе ожидания. Если мы будем смотреть ситуацию по поводу мужчин,
кто здесь, смотрите, опять же, ваш партнер сконцентрирован. Тут уже несколько по-иному будут звучать арканы. Ваш партнер сконцентрирован на сохранении своего статуса, желание быть отцом, супругом. Поэтому здесь он не рассматривает для себя возможности с кем-то отношения выстраивать, с кем-то знакомиться. Просто там для эмоциональной разрядки или просто ради интереса, как иногда это бывает. Поэтому здесь, если смотреть по картам, я даже не вижу, чтобы кто-то проявлялся, видите, по отношению к вашему партнеру или партнерше. Смерть. Но для мужчин, которые рассматривали свою барышню, помните, видите, вот двойка жезлов, обратите внимание на эту прорисовку. Мы здесь ждем того шанса, той возможности, чтобы найти альтернативный вариант, сопоставить и сравнить, и, возможно, для себя уйти лучше. Вот для мужчин здесь ситуация как бы более сложная, более тяжелая. Для девушек можете быть спокойны, здесь все стабильно, все комфортно, все нормально. А вот для мужчин здесь, ну, давайте посмотрю, есть ли шанс что-то поменять и изменить. По аркану Луна. Меня обманывать не нужно, а сам обманываться рад. Вы сами прекрасно понимаете, где собака порылась, что вы не хотите здесь нести обязательства, соответствовать желаниям, стремлениям вашей партнерши. В первую очередь это в плане реализации, достижения каких-то общих целей, задач, мечты. Опять же, это еще актуально будет для тех, кто, допустим, встречается или живет в гражданском браке, но не женится. То здесь ваша партнерша уже просто устала ждать. Если вы не поменяете свою политику партии, свою модель поведения, то можете остаться без второй половины. Поэтому возьмите себе это на заметку. Для тех же, кто у нас выбрал 7-й вариант, что у вас здесь? По пятерке чаш я вообще здесь не вижу ни каких-то подкатов по отношению к вашей второй половине, партнеру или партнерше, ни стремления эти отношения искать. Потому что эта карта показывает, что у человека сейчас какое-то глубокое опустошение. Может быть ситуация траура, горя. Может быть, просто, знаете, какая-то затяжная депрессия, отчаяние, что что-то в жизни не клеится. У человека опускаются руки, какие там отношения. Ему, в принципе, не интересна эта тематика и какое-то движение в целом. Здесь человек пытается вылезти из тех проблем, из тех ситуаций, которые есть на текущий момент в его жизни. Видите, 7 жезлов – это быть закрытым от всех и вся. Более того, у человека здесь могут быть переживания, как сохранить или спасти ваши отношения, особенно если в них не все так гладко. Если присутствуют ссоры, конфликты, непонимание, выяснение взаимоотношений. То есть человек здесь боится потерять или пройти точку невозврата, остаться без этого союза. Человек здесь может очень сильно нервничать по этому поводу. Поэтому что могу сказать, как если мы подрезюмируем с вами, подытожим, здесь нет ни третьих лиц, которые могли бы активно проявляться по отношению к вашей второй половине, и я не вижу здесь стремления вашего партнера или партнерши выстраивать отношения на стороне. Вот который раз дотягиваю, башня, более того, человек здесь очень сильно обеспокоен, что может потерять союз с вами. У каждого ситуация здесь разная, но я думаю, те, кто меня слышит, для вас эта информация должна быть созвучна, если вы выбрали верно и корректно свой вариант. Ну и для тех, кто у нас выбрал 8-й вариант, по пажу пентаклей. Что могу здесь сказать? Здесь может быть тяга или к своему подопечному, если, допустим, ваш партнер или партнерша чему-либо обучает, ну, например, там тренер, наставник, бизнес-коуч, или, допустим, это клиент, ну, например, утрированно, ваш там супруг-массажист, к нему ходит клиентка, я образно. Здесь у каждого разная может быть ситуация, но, как правило, по этой карте очень часто проходит формат товарно-рыночных взаимоотношений. И опять же, эта карта, поскольку у нас это карта Альфонса и содержанки, перспективы искать себе человека, который может дать новые возможности, возможности материального плана. Причем, видите, по королеве чаш это однозначно так и есть. Человек здесь ищет эмоции на стороне,
Ради чего? По рыцарю Пентакли. Ради обретения какой-то новой стабильности. Да, он может как бы не решаться на какие-то первые шаги, но то, что человек здесь принимает чье-то чужое внимание, комплименты, подарки, это несомненно, потому что здесь по этим картам есть перспектива, что его одаривают. Единственное, что ваш партнер или партнерша по дураку могут относиться к этому легко, легкомысленно в целом, то есть не воспринимать эту ситуацию всерьез. Но аркан Жрец говорит о ситуации, что все равно здесь человек хоть пока следует нормам и традициям, то есть старается держать марку и быть в союзе с вами, но ваш союз не устраивает. По 4 чаш это идет пресыщение. Идет ситуация, когда чувства, они уже, знаете, не то чтобы нараспашку, высохли эмоции, остается какой-то неприятный осадок. И вот человек эту эмоциональную подпитку может здесь искать на стороне. И опять же, 10 пентаклей – это желание стабильных отношений, статусных отношений, роскошной жизни, где человек себе может ни в чем не отказывать. Что могу сказать? По 6 чаш чаще всего это круг его общения, окружения, то есть люди из прошлого, знакомые, друзья, коллеги, одноклассники и прочее. Стоит ли вам здесь быть обеспокоенными в этом вопросе? Ну, по 3 пентаклей здесь может еще быть позиция или задача за счет этого флирта или какого-то этого общения, да, выстроить себе карьеру или добиться каких-то новых возможностей. Стоит ли здесь по этому поводу переживать? По 8 чаш, да. Если человек для себя увидит новые перспективы, он из отношений может уйти. Можете ли вы спасти этот союз? По 6 жезлов, да. Но каким образом? Перестать переносить себя в жертву, перестать быть в зависшей ситуации и делать вид, что вы ничего не видите, не замечаете, не ощущаете. Здесь нужно брать вашего партнера или партнершу на абордаж. Почему? Потому что по королю чаш, помимо эмоциональной составляющей, делать жизнь сюрприз, жизнь подарок, нужно еще научиться дипломатично говорить, озвучивать свои чувства, эмоции, переживания. Не умеете это делать? Что ж, вперед на терапию к психологу. Если вам эти отношения дороги, вы хотите их спасти. Потому что аркан жрица, ваш партнер от вас закрыт. Здесь как темная лошадка. Очень многие вещи от вас будут скрывать, закрываться. И как следствие вы хоть это ощущаете интуитивно, внутренне, ментально, но у вас, знаете, как не будет подтверждения вашим чувствам, вашим домыслам. Поэтому, чтобы ваш партнер не витал в облаках, и вы, и здесь никто не предавался иллюзиям, по 5 мечей это лучше обнажить нож войны. Не то чтобы конфликтную ситуацию, поставить вопрос ребром, выяснить все те моменты, которые для вас являются наболевшими. Если вы этого не сделаете, по 10 мечей велика вероятность распада вашего союза. А вот если вы это сделаете, то по 2 пентаклей здесь появится альтернатива и шанс что-то исправить. Причем, сейчас дотяну. Видите? По королю жезлов это самое главное, как внести в новую страсть, новую мотивацию в союз, в отношении. И тогда можно что-то исправить. Вот такой расклад, вот такие перспективы. Мои хорошие, жду от вас, как всегда, обратной связи по раскладу, по ситуации. Поэтому не забывайте, делитесь своими впечатлениями, эмоциями, тем, что происходит в вашей жизни. Я благодарю каждого из вас за ваши лайки, комментарии, за ваши донаты. Пусть в вашей жизни все будет замечательно. И пусть все соперники и соперницы обходят вас стороной. Пусть в вашей жизни все будет прекрасно. Я с вами не прощаюсь. До новых встреч.